Друзья, мы на Камчатке. В этом выпуске я расскажу, где здесь можно кататься на сноуборде или горных лыжах. Будем кататься на хелиски, на снегоходах, возможно, сходим в ски-тур. А также расскажу, как сюда добраться, где здесь можно попробовать местных деликатесов и многое другое. Погнали! Как добраться до Камчатки? Самый простой вариант — прыгнуть на самолет и сюда долететь. С Москвы у нас 9 часов, с Новосиба у нас где-то 6,5 часов. Всего лишь то, как в Америку практически. Я думал, Камчатка — это же полуостров, сюда можно на поезде приехать или на машине, а потом посмотрел карту, открыл. И вижу, что там сплошные горы, непроездные какие-то вообще буераки. Сюда можно еще один вариант добраться — это морским путем, как-нибудь на кораблике. Я, короче, выхожу с этого самолета. Такой обычный аэропорт. Поворачиваю голову. Такой, господи, ничего себе, холмы. Я вижу рядом вертолет. Я думаю, все, надо уже в него прыгать. И полетели. Давай причешем твой аппарат. Немножечко волосики, немножечко челка, как у Эма, у твоего фотоаппарата. Что вас ждет на Камчатке, если вы катаетесь на сноуборде или на горных лыжах? В первую очередь, это хелиски. На вулканах, в долинах, где только здесь не катаются на вертолетах. Также есть скитуры. Я абсолютный дилетант в скитуризме. Ненавижу это дело, но ребята, которые здесь ходят, они просто в восторге. Здесь горнолыжки есть. Здесь чемпионат России по горным лыжам проходит даже. Вы можете себе представить? Мы заехали на несколько горнолыжек. Обязательно вам расскажем, как там обстоят дела и можно ли там выхватить паудера и пофрирайдить. Про трассовое катание молчу, естественно, оно там есть. Ну и, конечно, здесь есть суровый камчатский серфинг. Это пикантное такое острое наслаждение, если у вас совсем вам жизнь показалась серой. Попробуйте здесь, в этой холодном океане, посерфить. Экскурсионных программ много, они тоже и на снегоходах есть, и на вертолетах закидывают во всякие источники теплые, термальные, на вулканы походить, побродить, поглазеть. В принципе, еще есть сейлинг даже. На яхту грузитесь и барахтаетесь в бухте на катамаран. Там сивучи плавают, то есть тоже такая интересная природа, которую можно лицезреть, наслаждаться. Если вы проезжаете рядом, то вы можете подумать, что это какая-то банда цыганей, которые разбивают свой лагерь. Но на самом деле это ребята готовятся к хелиски. Знаете, картина называется «С самолета на вертолет». Мы сейчас находимся на вертодроме Витязь Аэро. Здесь вертолет, который улетает отсюда, занимает примерно 90% рынка хелиски на Камчатке. То есть, если вы все-таки приехали сюда покататься на вертолетах на Камчатку, то вы окажетесь, скорее всего, здесь. Кстати, отсюда тоже летают экскурсии, просто на вулканы, еще куда-то, на термальные источники. 40 минут от Петропавловска-Камчатского. И если вы в Елизово приземлились в аэропорт, то оттуда также сюда ехать примерно 40 минут. Потому что мы, когда приземлились на Камчу, нам сразу же ребята говорят: все, быстро едем на вертодром и сразу же запускаемся в стратосферу кататься. Примерно 28 вертолетов здесь имеется. Сейчас на парковке здесь всего лишь 5 или 6 штук. Хорошая погода, все уже летают где-то. Это вообще мой первый раз на Камчатке. В хеле я летал только в Абхазии. Еще я, насколько знаю, в России можно летать хели на Байкале в начале сезона. Ребята тоже раздают. Вот, то есть я летал на Абхазии на совершенно там микровертолетик. Здесь такая волына просто невероятно. Тут одна лопасть больше вертолета, на котором я летал. Есть плюсы определенные. На маленьком вертолете ни в коем случае руку нельзя поднимать. Представляете, да, что с ней будет? Здесь таких проблем не бывает. А сколько здесь вертолетов у вас? 22? Они все летают уже, да? Нет, некоторая часть летает, некоторые управление, некоторые...
Чтобы сделать этот обзор, мы перелопатили огромный объем контента. 1 терабайт материала ждал свой час, представляете? Но подписчики моего Нельзяграмма и телеграм-канала видели все в режиме реального времени. Если хотите видеть уникальный и свежий контентик от меня, ссылочки на соцсети оставил в описании. Разный абсолютно контент. Spill from my lips, feel big from the bip. Take a sip till I pass out. Try and get grit, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. Sage, keep the demons away when I rather give a piece of myself to the playtime. Чё, нет слов? Не подбирается пока. Вообще абсолютно. Как будто вот картинку, короче, мы в VR-пространстве картинку налепили вот так, как фотообои. Материала получилось настолько много, что я решил разделить обзор Камчатки на 2 части. В этом выпуске мы побываем не только на Хелески, а заглянем в Петропавловск-Камчатский, побываем на местных горнолыжках, узнаем, сколько стоят тут крабы и икра, и сходим в гости к диким сивучам. Прожимайте лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны, чтобы не пропустить вторую часть. Такой здоровяк, конечно, сзади меня. Я не думал, что мы так близко к нему подберемся. Ребята, когда вы находитесь в поселке и смотрите на вулканы издалека, это вообще другая история. И когда вы буквально на вытянутую руку рядом с ним, такая мощь чувствуется. Но мы раскатываем тут такие лайтовенькие поля, чтобы нас никого лавина не засыпало. Но в целом эстетическое удовольствие просто нереально. Хорош. С первой барочкой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Леха любит борт, борт любит Леха. Леха любит борт, борт любит Леха. Самый главный вопрос, который всех интересует: сколько стоит вертолет? Ну, цены разные. Ну, вообще, новый вертолет стоит, ну, сейчас, наверное, в районе миллиарда рублей. Но авиационная техника вся дорогая. Миллиард рублей? А я, кстати, видел там на Авито выкладывали Робинсон. Ну, что-то совсем дешевое, за пару миллионов рублей, какие-то 100 миллионов стоят. Это почему так? Ну, тот Робинсон, который ты видел, это утиль. Утиль? Да. Ну, есть понятие, видишь, Разбор типа, да? в авиационной технике есть понятие ресурса. Он и бывает часовой ресурс. Ну, вот ты летаешь, и у тебя есть ограниченный ресурс у каждой детали. Ну, и в принципе у всего вертолета, можно так сказать. И ты отлетал какой-то промежуток времени, ну, там,
3000 часов образно, да? И вертолет уходит на ремонт. Но у него есть еще и годовой ресурс. Он может простоять там 7 лет, не летая 8 лет, ну, в зависимости от той модели, о которой речь идет. Вот у Робинсона, к примеру, там что-то типа 12 лет вертолет, ну, насколько я помню, 12 лет он за этот промежуток времени может не вылетать свой ресурс часовой. Ну, вроде как бы он рабочий остается, но по документам он уже летать не может, ему надо на завод. А его ремонт будет стоить столько же, сколько пойти купить новый. Новый. Да, цена будет такая же. Что-то как-то странно. Ну, я слышу, что... Но ты отремонтируешь машину, которая уже 12 лет, и есть уже более современные, есть проще купить новый, да, продать старый и купить новый. а это предложить тому, кто захочет летать на утиле. Леха любит борт, борт любит Леха. Леха любит борт, борт любит Леха. Чтобы полноценно видеть всю красоту фрирайда, вам нужна качественная горнолыжная маска. Могу посоветовать свою маску, в которой я и катаюсь. 5 цветов линз для пасмурной и для солнечной погоды. Все линзы держатся на прочных магнитах, благодаря которым линзу можно менять за пару секунд. Сам катаю в ней уже несколько сезонов. Шикарный угол обзора, прекрасная вентиляция. Всю подробную информацию ищите по ссылке в описании. Там же можно и заказать маску с доставкой хоть на Камчатку. Сколько мы съехали сегодня? Уже пятый Пятый раз. Пятый раз. Сколько в среднем вообще народ съезжает? Ну, мы сейчас условно гарантируем от 6 до 9 спусков в день. Ну, за стандарт. Даже я вот, ну сколько я катаюсь-то вообще весь сезон непрерывно. Даже что-то я на пятый раз такой... Но сегодня Надо не самый простой снег, видишь, мы его летаем, ищем. Самые яркие эмоции, которые я получил на Камчатке, это, конечно же, катание на хелиски с вулканов. Ну и сивычи, которых вы увидите чуть позже в этом видео. Если говорить про хелиски, то это возможность именно спуститься с вулкана и быть в непосредственной близости к ним. То есть это то, зачем я приехал на Камчатку. Если говорить про цены, то ребята из Камчатка Freeride Community сейчас на 2023 год предлагают один день хелиски от 95 тысяч рублей. И на самом деле это средняя цена хелиски по России. И такая же цена сохраняется на Красной Поляне, только вас потом не угощают крабовым супчиком. Ням-ням. Крабовый чай фирменный. Крабовые волосики вон там внизу. И заварочка. Знаешь, там столько же Охренеть. сколько и тут. Это вкуснее доширака даже с курицей. Вообще, конечно, уровень для катания на хелиски должен быть высокий. Если человек даже никогда не катался фрирайд, он должен очень-очень-очень уверенно кататься по подготовленным трассам. То есть контроль скорости и направления движения должен быть на высоте. Если человек в этом не уверен, то тогда ему лучше еще потренироваться. Я боюсь в корочку застрять и упасть. В идеале перед хелиски надо, конечно же, посетить какую-нибудь школу фрирайда или какие-то специализированные курсы катания вне трасс, потому что все-таки оно отличается. Во-первых, разные кондиции снега мы заметили, где-то бывает уклончик, где-то еще какие-то сложности. То есть хелиски — это не просто поля пухляка, это бывает иногда тяжеловато кататься. Ну а мы переместимся в Петропавловск-Камчатский, чтобы посмотреть, как там живут люди по соседству с этой невероятной красотой. Погнали! Мы сейчас находимся рядом с центральным рынком. Вот торговый центр, вот бизнес-центр. Какая-то больница, еще там дальше какой-то бизнес-центр. Вот двухэтажный ДНС. Все признаки цивилизации налицо. Но мы также проедемся по другой части Петропавловска-Камчатска. Вот сейчас отойдем буквально 200 метров и посмотрим туда. Интересное такое замечание, что нету плотной застройки, как в Москве, там, как в Новосибирске. Тут смотришь, домики такие с расстоянием по 150 метров между друг другом. Выглядит очень, необычно. Переместились на 200 метров. Видим, что здесь уже образовался какой-то рынок. Какой-то снег накидан, грязюка подтекает. Обшарпанные здания, вообще киоски какого-то советского разлива. Посмотри на это здание, на балкон, на вот это. Не знаю, может, бабушка или дедушка какие-то живут, у которых, не доходят руки для того, чтобы это сделать, пенсии не хватает, чтобы это просто отремонтировать. Хотя фасад новый, сделали здание, а балкон... То есть вот такой вот контраст бывает. Буквально 50 метров, и уже все немножко по-другому. Продукция камчатской швейной фабрики. Ты какая вывеска? Сколько ей лет, интересно?
Ну, вон там какая-то дверь вообще просто выломанная. Не самая лучшая торговая улица. Торговля здесь не идет, видимо. Подзабросили магазины. Мы находимся на первой линии береговой. Как можно увидеть, здесь ну, в тотал вообще. Какие-то есть заброшки. Хотя рядом живут люди. Пластиковые окна. Вон песик какой-то. Наш невероятно прекрасный отель находится рядом здесь, через несколько домов. Мы вот видим, что просто какой-то раритетный артефакт, диван красного цвета, валяется никому не нужный. Какие-то батареи, стулья, разрушенный забор, здание. Возможно, здесь кто-то живет, я не знаю. Вот. Ну и, соответственно, совсем через пару домов находится Бэйхаус, где тотальный люкс, друзья. То есть все-таки непонятно, почему это происходит. Если вы реально знаете, почему так, расскажите обязательно, потому что, скорее всего, да, земля, которая находится здесь, она ползет. Сложно очень что-то построить, действительно, заново, что-то массивное, большое. Поэтому кто-то просто, ну, не знаю, продает здание, продает землю и ничего не хочет отстраивать, потому что нет денег элементарно. Может быть так. Мы находимся на Бэйхаус, это наша база, куда мы приехали после катания. Невероятная тишина, какие-то вороны прилетели, иногда чаечки, и самое главное, иногда сивучи. Люди, которые живут на Камчатке, привыкли ко всему. Вот что они здесь видят, они привыкли. Из любого дома ты выходишь, смотришь, вот там кто-то живет. Понимаете? Там кто-то живет, и кто-то оттуда видит вот эту всю красоту. Камчатка фрирайд комьюнити. Сход снега с крыши, аккуратнее. Мы можем видеть по этим записям, что здесь было много моих знакомых. Алинка Балашова. Просто я очень сильно вас люблю. Спасибо. Гора по колено. Макс Корж. Был тут. Кирюха Умрихин. Кто еще? А вот, кстати, Попелюх. Игорь Попелюх. Все вулканы одинаковые. Камчатка фрирайд комьюнити одна. Просто разрыв сердечка. Короче, уже много кто здесь побывал. И я здесь первый раз. Здесь очень уютно, гостеприимно. Туалетик. Потом идем сюда, и здесь у нас зона, где мы завтракаем, где мы ужинаем. Ребята делают для нас еду. Мы все собираемся здесь вместе, болтаем, пьем винишко, вспоминаем день. И все это сопровождается вот с этим видом. Это просто разрыв сердечка. Вот то, что мы видели на улице, все это виднеется отсюда. Только для тех людей, которые сидят вон с той стороны. Кто сидит спиной вот сюда, они, конечно, в пролете. Ну, что поделать. Хотел показать вам самый лучший туалет на Камчатке. Погнали. Самый уникальный, самый непревзойденный. Самое важное — это барабанная дробь и, казалось бы, обычный туалет. Но не все так просто. Туалет с самым лучшим видом на Камчатке. А знаете, почему мы все здесь такие счастливые? Все просто. Мы знаем промокод в магазин Кан. Ведь снаряги для хелиски нужно реально много. Это фрирайдный борд, мембранная одежда, лавинное оборудование и много чего еще. Мой личный промокод дает большую скидку на весь ассортимент, как в офлайн-магазинах по всей России, так и в интернет-магазине. Ищи мой промокод в описании под этим видео и экономь денежки, которые потом сможешь потратить на полет на вертолете. Когда на Камчатке плохая погода, либо снег валит, либо облачно, или ветер, как сегодня, ветра, я как понял, здесь очень часто, то можно приехать на местную горнолыжку и покататься. Также здесь можно выхватить свежего снежка, покататься во фрирайде. Здесь в округе, в 15-минутной доступности на машине 4 минимум горнолыжки. Потом есть город Елизово, там тоже горнолыжка морозная.
И у нас есть город Вилючинск, он закрытый, там живут военные. Туда не проехать, но там и даже у военных есть своя горнолыжка. Какая-то государственная программа горнолыжная. На самом деле это связано с тем, что здесь есть рельеф. Потому что мы сейчас на Красной Сопке. Посмотрите, какое уклонище. Невероятный. Посмотрите эти виды волшебные. Вулканы, бухта и горка. Вот здесь отратраченный склон сзади нас. Он уже довольно ледяной, потому что ветром все выдуто. Один бугельный подъемник здесь находится. Проведу простое сравнение. В Москве у нас есть всего лишь кант со склоном в 50 метров. Ледяной каток 50 метров. У нас есть Крылатская, полупологая. И у нас есть Новопеределкино. Здесь угол наклона у холмиков у этих такой бодрый, что разгоняет круче, чем в Шерегеше. Я действительно кайфанул. Потому что фрирайд, как оказывается, даже на местных горнолыжках реален. Можно кайфовать, не только в хелиски улетать. То есть, если есть снег, здесь еще есть уникальная возможность покататься летом. Есть горнолыжка. Я смотрю по Дубльгису, какая горнолыжка летом здесь, на Камчатке, на Козельском вулкане. И мне рассказали, что на самом деле зимой это место для катания не рабочее. То есть вы туда просто не заедете. А летом, когда все подтает, туда можно проехать на машинах. И мне местные ребята рассказали, что туда приезжает грузовик, там есть какое-то колесо, на которое натягивают трос, который типа бугельный. И летом там ребята катаются. Летом на вулкане на Камчатке. Руками изобрели какой-то подъемник, поставили, фигачат. Я честно в шоке. Мы возьмем кадры откуда-нибудь у местных ребят, чтобы показать это вам. Как это выглядит, я не имею ни малейшего понятия. Но я уверен, это весело. Так что летнее катание на сноуборде есть даже в России, на Камчатке. Не надо ехать в Америку. А также, кстати, на Эльбрусе. Come on, baby girl, we're not the same. Two different speeds, but we keep it one lane. Yeah, what goes around comes around. Keep 100, y'all. Do this for my soul like a dawn. Put the stereo on. Put your hands in the air, we'll be alright. Oh, yeah. You keep messing up my mind, but I love your style. You know I put the place up. Put the bass up. Итак, друзья, мы находимся на центральном рынке. Я уже чувствую запах. Краб притаился где-то рядом. Сегодня узнаем, сколько он стоит. Я вижу икру 4700 за килограмм. Вон там стоит 400. Я уже нашел более выгодное предложение. Чем эта икра отличается, я не знаю. Горбуша 3600 за килограмм, нерка 4700. Зафиксировали цену, да? Я нашел краба. Возможно, здесь можно купить здорового большого краба, ну типа красивый. Купить его, сфотаться с ним, чтобы дома было классно и весело. Само крабовое мясо, оно в лапах краба только находится. Здесь делают очень удобно для туристов, на самом деле, вся эта история сделана, такое ощущение, что крабовое мясо, просто его освежевали, выдернули, запаковали в вакуумную упаковку, и все, просто берешь, кидаешь в багаж и прилетаешь в Москву. Насколько я понимаю, что могут дать термобокс или заморозить вообще. Приходишь за день до вылета, говоришь, я типа улетаю завтра, оплачиваешь, тебе там либо сдают замороженного уже, в термосумочку это все кладут, ты перед вылетом заезжаешь сюда, в багаж кидаешь и прилетаешь в Москву, например, и уже у тебя там чуть-чуть подразмороженный краб, все, в холодильник кидаешь, его кушаешь, кайфуешь. На самом деле сейчас здесь за килограмм 5000. Это мы говорим про камчатского краба. Есть еще стригун за килограмм 3000. За неделю пребывания на Камчатке ты уже не можешь есть ни краба, ни икру, ни красную рыбу, потому что ты уже все, over. Единственное, о чем ты думаешь, это бургер с говядиной. Вот я вчера сидел дома вечером и сожрал этот бургер. Поехал прямо за 30 минут я ехал в другую сторону Петропавловска-Камчатского, чтобы сожрать бургер с говядиной. То есть привыкаешь ко всему, оказывается, даже к великосочному крабику и икры. Так, ищем икра Кижича купить в Москве. Ну, на самом деле, Москва — это такой рынок суперконкурентный, и там вот постоянно демпингуют по ценам, и поэтому
вероятность, что мы найдем какую-то адекватную цену, очень высока. О май гад. Ну вот смотрите. Красная икра кижуча полкилограмма стоит 3645. Здесь 4. Но здесь за килограмм. Получается, за килограмм будет около 7200, даже 7300 рублей против 4. Ну, практически в 2 раза. Не знаю, можно ли на этом заработать. Кто-то, может, купил билет туда-обратно, затарился вообще икрой и всем остальным, прилетел в Москву и продал. Но чувствуется разница, да? Вот прям, мне кажется, она очень сильно ощущается. 8000 за килограмм в Москве почищенного краба против 4600 здесь, на Камчатке. То есть, ну, примерно вот на 40-45% дороже, как ни крути. Я хочу пельмени с крабом взять. На богатом сегодня двигаемся. Обед чемпионов. Мы сейчас передвигаемся от Красной Сопки в сторону Эдельвейса. Как в Шерегеше. Сектор А на сектор Е, но мы не знаем дороги. Вот мы увидели какие-то лыжные следы, тут даже ратрак проезжал. Я там выхода не вижу. Просто по приборам идем на удачу. Ну, пристегнул, сейчас сноуборд, поедем, попробуем. Мы прошли 30 минут для того, чтобы все перевалить на другую сторону. Там еще 3 домашних вулкана. И мы шли всю дорогу и ссали, что нас догонит какой-нибудь волк и укусит за жопу. Горнолыжка вон там. Поехали. Ever since I graduated, aggravated, agitated, might lose my mind. You can have all the rapping, all the passion, all the taxes, can't have my time. Но если вы редко катаетесь или еще не купили свой борд, заглядывайте в прокаты моих друзей GetSki, которые находятся по всей России на крупных курортах. Там по моему промокоду можно получить хорошую скидку, а она находится в описании. Ну мы взорвали реально. Можно было бы так взрывать. Буквально пару дней назад до ветров. Тут, мне кажется, вообще было так хорошо. Здравствуйте. А вы не работаете? Работаете? Никого нет просто? Там... Никого нет, не включаем, подойдете, включим. Что такое было? Давай. Спустимся? Да, поехали. А подскажете, как проехать на Экстрим Парк? Отсюда можно как? Подъемник такой же подъемник на Красной. Ради нас включат подъемник. Просто пустыня, никакого, ни одного человека. Это Камчатка, чувак. Поехали кататься. Поехали. Оштрафовали за превышение скорости. У нас важная миссия, мы в поисках Сивычей. Просто приехали в порт на какую-то верфь. Здесь вот шлагбаум, какие-то люди. Я задавал вопрос таксисту, задал вопрос охранникам. Они даже не знают, кто такие Сивычи. Как вообще эти люди живут на Камчатке. Но нам в любом случае сказали, что надо обойти, выйти на набережную. И, возможно, там мы встретим Сивычей. Погнали проверять. Zero сивычей на 1 квадратный метр. Но мы старались, мы не будем останавливаться на этом. От портовой локации я ничего не ожидал сверхъестественного. Есть чайки, есть рабочие, есть
Ничего сверхъестественного. Нету, конечно, песчаных пляжей, где можно лежать, загорать. Тут они не для этого сделаны, насколько я понимаю. Мы можем видеть город в каком-то его, вот в какой-то его перспективе. То, что я сейчас вижу, очень мало каких-то высоток. То есть больше всего здесь каких-то пятиэтажных домов, и по пальцам можно пересчитать 10-этажные, там, 9-этажные высотки. А здесь город населением 200 тысяч. Это мне информацию такую передали местные ребята. Ну и, соответственно, чем-то этот город мне напоминает Кировск в Хибинах. Шерегеш — это совсем поселок. Здесь видно, что есть какой-то город, есть какая-то цивилизация, какая-то инфраструктура-то есть, жить можно. Парки, сноуборд-парки есть, ребята, которых там в столице-то нужно поискать. Днем с огнем не сыщешь. В какой-то степени это все здесь развивается, все для жизни имеется, но антураж сам, это отдельная история. Вот этот контраст с какой-то грязью, со слякотью, сейчас начало апреля, маленькие какие-то недостроенные халупы, точнее, ну это дома деревенские, какого года они, вообще непонятно, окна разбиты, заколочены, какой-то мусор, что-то валяется. И ты голову поворачиваешь на 90 градусов и видишь вулканы, видишь эту бухту, ты просто думаешь, что за взрыв мозга. Для нас, кто приехал в первый раз, во второй, мы все такие, вау, классно. Но вот этот контраст, он сильно ощущается. Сивычи не нашли здесь на набережной, нам подсказали, что в парке Никольская сопка они могут быть в это время года в Петропавловск-Камчатском. Двигаемся туда. Надеемся за хвост поймать хоть одного сивыча. Мы попали в местный сноупарк, который ребята делали своими руками. Они купили гриндер или грайндер, короче, со всего интернета собирали деньги, чтобы купить его, чтобы реально в этом году сделать здесь сноупарк. Райдеры собрались для райдеров сделать. Вот. Здрасте. А подъемник работает? Мы нашли местного шейпера. Сейчас узнаем. Ветер сильный, поэтому не работает, да? Оплачивать, если что, вам подъемник? Ну, еще кататься будешь тут. Ну а что, мы покатнули? Вторая канатка, где просто подходишь, включают первыми канатную дорогу чисто для нас. Это как так вообще? Мы находимся в экстрим-парке на Камчатке. Что мы здесь имеем на данный момент? Рабочий подъемник, невероятный вид, сзади вулканы, этот трамплин и много джибовых фигур. Перилки, есть кинковые рейлы, просто в наклон, есть трубки пластиковые, какие-то учебные тоже джиб-фигуры, и вон там есть учебный маленький трамплин. Я так понимаю, вторая шишка, которая здесь за этим большим трамплином, недостроенный еще один трампик. В целом сетап великолепный, тут можно так тренироваться, так вжаривать, ну просто волшебство. Я давно мечтал попрыгать именно на этом трамплине на фоне вулканов. Наконец-то я исполню свою мечту. Я знаю, что ребята-спортсмены с Камчатки уехали на чемпионат России в МИАС, и вот только сегодня прилетают, но, увы, мы с ними не пересеклись. Ребята большие молодцы, что реально продвигают сноубординг в своем регионе, и это невероятный личный пример для всех остальных, чтобы вы увидели, что все в ваших силах, что ребята, если очень сильно захотят, они действительно делают такие вещи своими руками. Леха любит борт, борт любит Леха. Леха любит борт, борт любит Леха. А расскажите, сколько вообще вы уже здесь работаете? Потому что мы сюда приехали, вообще ничего не работает. Мы думали, все закрыто. Ой, давно уже работаю. 20 лет. 20 лет? С лишним. В 99 году. А вы здесь родились, на Камчатке? Нет, я приехал с материка. Ну, я приехал, 10 лет мне было. Родители вместе. Да? Ну, вообще много ребят здесь катается, ну, типа, молодежь какая-то. Я даже помню соревнования у вас здесь. В основном к вечеру ближе. Днем. А тут вечернее катание еще есть? Да, вот прошлый раз у нас 10, там в этом году запустили трассу, в основном катаются вечером, приходят после работы, 6 где-то часов, и до 10 катаются. До 10 даже работаете? Да.
Не Ну, считаете? осветили город, участок там. А кто финансирует? Может, мы вот сейчас были на канатных дорогах, тоже рядом соседних. Там какие-то подъемников понастроили, какие-то здания. Никого нет тоже. Там... Это вот рядом Эдельвейс база. Да. Горнолыжная база. Ну, я на ней тоже работал тренером, начинал работать. А, да? Да. С 87 года я тренером работал. По горным лыжам? Да. До 99 года. И в 99 году да, там всё, перестройка это, все развалилось, школу развалили. И, в общем, сюда перешли, были вот в этом здании сначала у нас, потом тут перекупили территорию, мы ушли, и нас ушли оттуда. Ну, вот так вот. А здесь кто-нибудь финансирует-то вообще? Ну, типа, чтобы развивать? Мы не коммерческая, не коммерческая структура. Мы как клуб работаем здесь. Как клуб просто. Да. Ну, когда начинали, здесь много детей было. Ну, тогда только начинали, сноуборда. Сейчас, в общем-то, в любой магазин прийти, любую можно взять, купить. Кататься. А раньше проблема была, поэтому вот есть... Начинали первая школа здесь была. И в Елизово тоже ребята были. Да, в Елизово были. Начинали. Там Базанов Андрей, сейчас вот на кирпичиках они там занимаются. Свою школу открыли. А мы здесь просто как общественная организация, партийная. Ну, это очень хороший уровень. Если в Москву такой парк поставить, там все будут очень рады. Потому что, ну, в Москве даже таких гор нету. А когда вообще сезон? До какого числа обычно бывает? Ребята катаются? Ну, в прошлом году мы катались весь май, в июне месяце. У нас снег, вон там лежит северная сторона. Выше канатки, там снежники у нас. Мы можем кататься там долго. У нас вторая канатка, ну, такая, вот какая-то канатка подкидная. Тростовая. Наверх выходит, наверх, видите, он наверх. Склон очень хороший здесь. Рельеф, ну, очень удобно для катания здесь. Ну, сноуборд великолепный. Так здесь строить приходится. Вот у нас раньше здесь полигон был, стрельбище военных. Тут у них уже нарыто было, мы просто их обустроили все. Ну, а здесь в основном вечерами. Вечерами. Вечером. Ну, надо прийти. В будни хоть бывает? В будни, да? Да, в будний день. В будний день. Да. Ну все, вот ветра будет поменьше, тогда придем. Ладно, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, что дали покататься. Кстати, всего лишь 300 рублей с нас взяли с человека. Сегодня вот мы катались. Сколько? Часа два? Полтора? Полтора часа. Полтора часа? Это дело не в деньгах, дело просто с рулем. Задача такая не собирать деньги здесь, зарабатывать. А народ мог приходить кататься здесь на территории. Ну да. За электроэнергию все равно платить. Леха любит борт, борт любит Леха. Леха любит борт, борт любит Леха. Два капучино. Средний 0,3. Мы переместились в цивилизацию какую-то неожиданную. В поисках Сивычей попали в парк Никольская сопка. Я смотрю, я как будто в парк Горького в центре Москвы попал. Все четенько, какая-то плиточка, деревянные сидушечки, все чилят, отдыхают, кайфуют. Вот ребята на самокатах гоняют, на скейте даже кто-то гоняет. Но пока скейт-парка мы не видели. Здесь очень уютно, очень приятно. И можно наблюдать за красивыми вулканчиками и горами, как и мы привыкли это делать. Прям вот отсюда мы прогуляемся здесь, покажем, что здесь еще происходит. Но я, честно говоря, в восторге. Опять вот этот контраст, что мы видим какие-то старые полуразрушенные дома, и потом приходим сюда, здесь вообще совершенно другой мир. Поднимаем сейчас на смотровую площадку. Я справа еще вижу какие-то качели. Интересно, как тут все это выглядит вечером. Смотрите, все так аккуратненько, ступенечки сделаны. Такой пандус, чтобы поднимать колясочку. Уютные качельки и эти виды, которые не оставляют равнодушными абсолютно никого. Очень круто, что все оборудовано, сделано. У нас в Новосибирске была набережная, которая просто была как помойка. И как только ее сделали, вот хорошо положили плиточку там, сделали хорошие скамейки, ну, фонари поставили. Там контингент поменялся, там люди, которые семечки щелкали и пивас пили в разливной, они исчезли куда-то. Там людей больше стало гулять, туда хочется возвращаться. И вообще обязательно должны быть такие места, куда ты хочешь приходить, проводить время, наслаждаться тем местом, где ты живешь. И ну, вот здесь это определенно то самое место. Мы в Петропавловск-Камчатском.
Вон там люди, кстати, по бережку гуляют. Нифига себе, как нам туда попасть? Просто по берегу вон вообще гуляют спокойно, кайфуют, слушают бухточку, океан. Вулкан отсюда прям видно, здоровенный такой, мощный. Такое ощущение, что специально либо место выбрали, либо там чуть-чуть деревья подрезали. Прям вот я стою и вижу, так мы их нашли. Я очень громко пищал, когда я их увидел, поэтому вы этого не услышите. Но рекордер вроде бы это записал. Если сказал, что Сивычи тут, давай снимать. Я не могу. Честно говоря, мы находимся на вершине парка, и я просто увидел, что выныривает такая большая тушка, и я понимаю, что это они, морские котики Сивычи, но они пока не пищат. Я смотрю, их. Они такие здоровые вообще. Блин, прям, они в 5. Боже мой, я их увидел на берегу. Я отсюда вижу Сивычей. И вижу очень много людей, которые просто по берегу гуляют. Там вообще ничего не оборудовано, просто чистый классный бережок. Вот, и можно гулять по бухте, наслаждаться видами. То есть, ну, посмотрите, все очень уютненько и цивильно, я считаю. Ну, типа, хочется здесь находиться, проводить время в целом-то. Люди какие-то уже к нашим Сивычам набежали. Главное, чтобы они их не напугали. Кстати, вот здесь еще есть такое место, пушки. Здесь как, ну, памятник находится. А также здесь каждый день, насколько мне сказали, в 12 утра холостым зарядом стреляет пушка, можно это слышать. Как можно вообще стать равнодушным к такому виду? Сколько времени должно пройти, сколько ты должен здесь прожить, чтобы вот, ну... Вы слышите, какая тишина? Очень тихо. Очень красиво. Бухта, Сивычи там, чайки там, затишье. Это в центре города, Петропавловск-Камчатский. Неплохо, я считаю. О! Охренеть! О, вот это я после фрирайда на снегоходах. Вот тут лежу, вот это прям факт я. Такой кайф вообще. Какой красавчик. Уф. Уф. Погазовали нормально, ребята. И можно отдохнуть. Короче, эти Сивычи такие кайфажоры. Я понимаю, что мы с ними очень похожи в этом плане. На самом деле, они здесь не часто появляются. Они вышли просто отдохнуть, потому что они плотненько пообедали и приползли сюда. Потому что ребята говорят, что они не всегда здесь сидят, но нам удалось их увидеть. Блин, они такие мощные. Мне кажется, они весят килограмм 500. Килограмм 500 такая туша. Ну, туда лучше не заходить, реально. То есть они вас могут как на добавку к обеду реально что-нибудь у вас откусить. Вот. Короче, я понял, на кого похожи Сивычи. Вот конфеты такие называются трюфель. Вот если их посмотреть, вот те, которые торчат головы, вы реально не заметите разницу. Это вообще стопроцентный матч. На самом деле, не то, что я прям совсем под таким невероятным впечатлением, но вот этот контраст дает о себе знать. Я был в том же Домбае, где, ну, там вообще прошлый век вообще. И при том, что ты идешь, вроде привыкаешь, прошлый век, все очень старое, хоп, какая-нибудь кафеха или ресторан вообще супер европейского типа такие сделаны, такой, чего? Поднимаешься на гору, там тоже виды, ну, просто, которые сносят башню. То есть, если вы хотите полностью воссоединяться, короче, с природой, вам интересно спокойствие, вот такой размеренный образ жизни, то я думаю, что определенно вам здесь понравится. 200 тысяч человек здесь живут, все друг друга знают, виды прекрасные, природа невероятная, вы просто находитесь на отшибе России. Мне
по чесноку не хватает острых ощущений. Не только в плане сноуборда, но и в плане там работы, знакомства с новыми людьми, путешествий. Для меня это очень важно. Отсюда путешествовать, ну, это прям тяжеляк. То есть с Москвы туда-сюда улетать вообще изи, супер, просто. Вот, поэтому, если говорить за себя, то я бы здесь не остался жить. Ну, я прям внутренне чувствую. Отдыхать, да, я бы сюда приезжал. В целом для жизни тут все есть вообще абсолютно. Есть где отдохнуть, есть где насладиться вот этой природой, всевозможные activities. Да, здесь нет небоскребов. Ну и что? Ну, собственно, нет, и что дальше? Вот, поэтому резюме вот такое. Есть и свои, я бы сказал, отличительные особенности. Кому-то они очень будут нравиться, кому-то нужно что-то другое. Вот, собственно, и все. Тут нет чего-то такого хорошо или плохо. Вот. Просто каждому свое, вот и все. На этом первая часть с обзором Камчатки подходит к концу. Дальше вас ждет вторая часть. Будут поездки на снегоходах, будет восхождение в скитуре, а также обзор самой большой горнолыжки на Камчатке. Мы узнаем, можно ли там кататься во фрирайде. Ну и, конечно же, поездка на катамаране в какие-то дикие места. Возможно, мы увидим косаток. Все это будет во второй части обзора на Камчатку. Подписывайтесь на канал и не пропустите ее. И обязательно напишите в комментариях, как вам этот выпуск. Всех обнял.